Всем привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я расскажу и покажу вам, как сшить вот такие защитные маски для лица. И я сразу уточню, какими преимуществами обладают эти маски. Они многоразовые, их очень просто шить, причем можно даже вручную. И независимо от того, как вы их шили, они получаются аккуратными со всех сторон. Также эти маски хорошо прилегают к лицу, имеют дополнительную фиксацию на переносице, и их можно шить не только по усредненным размерам для взрослого или ребенка, но и по своим меркам. И также в этих масках есть кармашек для дополнительных слоев ткани. Перед тем, как начинать шить маску, мы определяемся с материалами. Ткань для маски желательно использовать натуральную, и лучше всего, чтобы это был хлопок или бязь, потому что их можно обрабатывать при высоких температурах для дезинфекции маски. Также для изготовления маски нам понадобятся резинки. Это вполне может быть самая обычная бельевая резинка. Можно использовать вот такие круглые шляпные резинки. Можно нитки резинки, только не в одну нить, а хотя бы в три. И лучше сплести их в косичку, чтобы они между собой не путались и чтобы натяжение было лучше. Также можно использовать резинки от старой маски. Если у вас есть маска, которая пришла в негодность и вы не успели ее выбросить, то можно использовать резинки от нее. Еще от старой маски можно использовать проволоку для фиксации на переносице, просто вынув ее из использованной маски. Для этой цели также можно использовать вот такие скрутки для проводов. Я думаю, что они сейчас есть в каждом доме. Еще можно использовать вот такие вот проволочки, которые обычно идут в комплекте к пакетам для запекания. И, конечно же, помимо всего этого нам понадобятся нитки с иголкой или швейная машина. Далее, в зависимости от вашего желания и от того, какую ткань вы подобрали, вы определяетесь, какая маска у вас будет – однотонная или двухцветная. Размеры заготовок для изготовления маски на взрослого человека следующие. Для однотонной маски нам нужно 3 детали. Одна деталь размером 22 на 34 см и 2 детали размером 4 на 10 см. Если маска у вас двухцветная, то нужно 2 заготовки размером 22 на 18 см и 2 маленькие заготовки размером 4 на 10, как и для однотонной маски. Для детской однотонной маски размер большой заготовки 17 на 28 см, размер маленьких заготовок 4 на 8. Если маска двухцветная, то размеры больших заготовок 17 на 15 каждая, размеры маленьких заготовок такие же, как и в первом случае, 4 на 8. В видео я привожу размеры деталей для усредненных размеров масок на взрослого человека и на ребенка. Размеры этих масок в готовом виде следующие. Для взрослого 22 на 8 см, это в собранном виде, в развернутом высота маски равна 16 см. Для ребенка в собранном виде размер маски 17 на 6 см, в развернутом виде высота маски равна 13 см. И если вдруг у вас возникнет необходимость сшить маску другого размера, то вам нужно будет снять всего лишь 3 мерки по лицу того человека, для которого эта маска предназначается, и рассчитать размеры своих заготовок. В этом нет ничего сложного. И если вы столкнулись с такой ситуацией, пожалуйста, переходите по ссылке, которая есть в описании к этому видео. Там есть подробная инструкция, как снять мерки и как сделать расчет размеров заготовок из ткани. Когда заготовки из ткани вырезаны, мы приступаем к процессу изготовления маски, который одинаков абсолютно для всех размеров, независимо от того, стандартные они или нестандартные. Итак, маленькие детали мы пока откладываем в сторону. Вот эта большая деталь для однотонной маски у меня просто для примера, чтобы показать вам. Я буду шить двухцветную маску. И первое, что мне нужно сделать, нужно соединить детали между собой. Для этого мы складываем их лицом к лицу. Вот это у нас ширина маски, это ее высота. И теперь соединяем детали между собой по всей ширине маски, только с одной стороны, на расстоянии 1 см от края. Сшивать можно как на швейной машине, так и вручную швом вперед иголку или любым другим удобным для вас ручным швом. Я соединила детали между собой, и вы можете увидеть, что размеры наших заготовок стали одинаковыми. Я сложила заготовки масок пополам. В случае однотонной маски здесь у меня сгиб, в случае двухцветной шов. Это верх маски. И теперь сюда мы будем вшивать наш фиксатор для переносицы. Если вы шьете однотонную маску, сначала нужно заутюжить этот сгиб. И далее есть два варианта, как вшить проволоку в сгиб ткани. Либо мы вкладываем нашу проволоку вот сюда, прямо к сгибу, выравниваем ее так, чтобы она была по центру, и прошиваем ручным или машинным швом по всей ширине маски сразу оба слоя ткани, максимально близко к краю, чтобы проволоку там зафиксировать.
Либо используем другой вариант. Например, если вы шьете маску вручную и вы не уверены в том, что этот шов у вас получится достаточно эстетичным, то тогда прикладываем проволоку максимально близко вот к этому заутюженному сгибу и пришиваем ее только к одному слою ткани. Но стежки все-таки старайтесь выполнять аккуратно, потому что они хоть и с изнаночной стороны, но все-таки будут видны, а также будут контактировать с кожей на переносице. Если вы выбрали первый вариант, то у вас с лицевой и изнаночной стороны маски будет виден шов, а проволока зафиксирована им внутри. Если же вы выбрали второй вариант, то с лицевой стороны у вас не будет никакого шва, шов будет виден только с изнаночной стороны. Проволока будет тоже хорошо зафиксирована. Вы видите, что я пришила ее зигзагом. Если вы вместе со мной шьете двухцветную маску, проволоку мы будем фиксировать между припусками. Берем маску, разворачиваем на изнаночную сторону и аккуратно вставляем проволоку между припусками, выравнивая ее по центру маски. И далее пришиваем ее либо вручную, либо зигзагом на швейной машине. Вот так должно получиться. Проволока здесь хорошо зафиксирована и с лицевой стороны нет никаких швов. Я прострочила и заутюжила маску на лицевую сторону. На данный момент наши маски полностью сравнялись, и далее весь процесс будет абсолютно одинаков, поэтому я все буду показывать на примере вот этой маски. Перед тем, как приступить к следующему этапу, для удобства в дальнейшем мы отмечаем на наших заготовках припуски. То есть проводим линии на расстоянии 1 см от края. На большой детали по всему периметру, на маленьких только по коротким сторонам. И на одной из коротких сторон большой детали ставим метки для отверстия, через которое потом мы будем выворачивать нашу маску. Ширина этого отверстия около 8 см и располагаем мы его по центру нижней стороны маски. Дальше нам понадобится утюг, булавки, либо швейные, либо английские, и если есть вот такие канцелярские зажимы или даже простые прищепки. Начинаем с маленьких деталей. Сначала заутюживаем припуски по отмеченным линиям внутрь на изнаночную сторону по коротким сторонам. Затем мы складываем деталь пополам вдоль и проутюживаем еще раз. То же самое выполняем со второй деталью и сразу проверяем, чтобы наши детали в заутюженном виде были одинаковой длины. Теперь займемся нашей большой деталью, то есть самой маской. Сначала заутюживаем по коротким сторонам 1 см припуска на изнаночную сторону. Складываем маску пополам и проверяем, чтобы вот эти заутюженные сгибы совпадали. Закалываем их по краям маски. Теперь нам нужно сделать на маске 3 горизонтальных защипа, то есть заложить складки. В этом нет ничего сложного, но чтобы было максимально наглядно, я все буду делать медленно. Вот наша маска, она лежит лицевой стороной вверх. Я беру ее за верхний край, переворачиваю изнаночной стороной наверх, не отпуская саму маску, и подгибаю на изнаночную сторону примерно 3 см от верхнего края для взрослой маски или 2 см для детской. Заутюживаю по этой линии. Теперь переворачиваю маску уже лицевой стороной к себе и нижний ее край загибаю так, чтобы у меня вот эта складка получилась примерно 1 см. Заутюживаю. Аккуратно берем все вместе, переворачиваем на лицевую сторону и проутюживаем еще раз. Даем немного остыть и закалываем этот наш первый защип. Возвращаем маску в исходное положение. Это у нас верх маски. И повторяем процедуру. Переворачиваем изнанкой наверх, загибаем и смотрим, чтобы здесь у нас теперь был примерно 1 см. Заутюживаем эту складку и переворачиваем маску опять лицом к себе. Это низ. Загибаем этот край так, чтобы снова здесь получился 1 см. Проутюживаем и закалываем. Снова возвращаем маску в исходное положение. Это у нас верх, а это низ маски. Снова переворачиваем изнанкой вверх, загибаем опять примерно на сантиметр от предыдущего защипа и заутюживаем. Переворачиваем снова лицом вниз и теперь отгибаем так, чтобы вот это расстояние у нас было на 2 мм больше, чем длина вот этой боковой детали маски. Мы можем прямо сверху ее наложить и отрегулировать. Делаем это с обеих сторон и проутюживаем. Показываю ближе. Вот так сюда я накладывала боковую деталь, и она примерно на 2 мм больше самой маски. Эти 2 мм это припуск на высоту вот этой боковой детали. Снимаем булавки, разворачиваем маску, складываем заутюженные защипы каждого слоя уже по отдельности и снова закалываем их так, чтобы булавки немного не доходили до линий, по которым мы будем шить. И теперь мы собираем нашу маску. Складываем ее лицом к лицу и в боковые части вкладываем маленькие детали так, чтобы сгиб на них смотрел внутрь маски.
Срезы сравниваем друг с другом, фиксируем зажимами, а припуск загибаем на изнаночную сторону. Теперь нам нужно проложить 2 шва по намеченным заранее линиям, либо на швейной машине, либо вручную. Будьте внимательны, когда вы будете прошивать вот в этом месте. Вы не должны прихватить в этот шов внутреннюю боковую деталь маски. Когда маска сшита, откалываем все булавки и выворачиваем ее на лицевую сторону. Вот такая получилась маска. По желанию можно зашить потайным швом то отверстие, через которое мы ее выворачивали. А можно его оставить для того, чтобы при необходимости туда можно было вложить дополнительные слои марли или ткани для большей степени защиты. Достаточно взять 2 таких слоя. Размер этих дополнительных деталей, которые вкладываются внутрь, примерно 15 на 15 сантиметров. Если вы не будете постоянно дергать маску вверх и вниз, что в принципе не рекомендовано, а будете носить ее добросовестно, то эти дополнительные слои никуда из маски не денутся, несмотря на то, что отверстие у нас расположено снизу. Во-первых, оно просто меньше размеров самих вставляемых деталей, а во-вторых, за счет создаваемого трения ткани об ткань. Я зашивать это отверстие на всякий случай не буду, и мне осталось только вдеть сюда резинки. Для того, чтобы резинки хорошо отрегулировать под свой размер, лучше их отрезать с запасом, в зависимости от вида резинки, либо сколоть маленькими булавками, либо завязать не затягивая, примерить и только потом уже окончательно зафиксировать. После чего шов или узелок нужно спрятать внутри боковой детали маски. И вот такая маска у меня получилась в готовом виде. Это вид с лицевой стороны, а это с изнаночной. Также я сшила маску мужу. Она, как видите, точно такая же по размеру и по расцветке. Отличаются маски только длиной резинок. Маски для детей по размеру тоже абсолютно одинаковые и отличаются длиной резинки и расцветкой. Резинки мы отмеряли индивидуально на каждом человеке во время примерки. Еще скажу, что перед тем, как шить маску мужу, я попросила его примерить свою маску, и он сказал, что на его взгляд проволоку для фиксации маски на переносице лучше использовать более жесткую. И несмотря на то, что меня в моей маске вполне устраивала и та скрутка-проволока, которую я вшила изначально, я все же прислушалась к его замечанию и вшила во взрослые маски те проволоки, которые я вынула из использованных медицинских масок. Они очень похожи на скрутки для проводов, и их длина 13 сантиметров. В детских масках я оставила те скрутки для пакетов для запекания, которые показывала в начале видео. Их длина 10 сантиметров. И теперь у каждого члена моей семьи есть своя индивидуальная защитная маска многоразового использования. Причем модель этих масок собирательная. Я ее дорабатывала на свое усмотрение на основе различных аналогов с целью усовершенствования. Надеюсь, что у меня это получилось и что мое видео окажется полезным и вам. И если это так, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А на сегодня все. Я желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и хорошего настроения. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока!